машины, я таких даже не видел. Так, ну чё, рум-тур для гламурных. Зачем показываю, не знаю, ну, по крайней мере, на контрасте с номерами из города Екатеринбурга, которые нам удалось снять в прошлый раз из-за форума. Такая вот душевая кабина. Раковины. Мой желтый пуховик. Салам всем салам, я кричу своим пацанам. Так, далее. Рэдисон находится в центре города, что само по себе приятно. Ну и вот, собственно, сама комнатка. Ну, согласитесь, козырненько. Я на Ульяновском заводе, между прочим, был, знаете, когда? Лет 15-20 назад, вот честное слово. Я уже даже не помню, как цеха выглядит. Ну так вот, чуть-чуть. Вид из окна приятный. Номер хороший, кормят хорошо, люди гостеприимные. Что еще отечественному журналисту надо? Здравствуйте, дорогие мои. Мы приехали на Ульяновский автомобильный завод. Немножко прогуляемся, а потом пойдем в музей. С этой стороны собирают новые УАЗики. Ну, насколько они новые. А с той стороны, с левой части конвейера, где собираются непосредственно наши всеми любимые, назовем их, старые УАЗики. Ну, головастики имеются. Так, а здесь собирают буханки. Прям конвейер. Так, здесь собираются уже современные УАЗики. Опять же рама, мостами кверху бак. И надо беречься транспорт. Относятся они здесь очень быстро, а мы идем четко посередине между конвейерами. По обновленной информации, каждые 3 минуты выходит с конвейера УАЗ. То есть каждые 6 минут выходит машина старой серии, ну условно старые буханки, УАЗики, и непосредственно патриоты. А сейчас пришли к месту, где идет свадьба. Кузов ложится непосредственно на раму. А тут уже наши любимые, не меняющиеся десятилетиями, от этого только радостнее становится. Все как завещала партия. Но согласитесь, УАЗиковская рама с мотором смотрится как произведение искусства. Тут на конвейере на самом деле все то же самое происходит. Он полетел Буханыч. 2 бака. И все прекрасно. Войлочные подушки, чтобы не поцарапать кузов. Да, наверное, это самый красивый, самый интересный момент, когда шасси сращивается с кузовом. Если вы присмотритесь, сверху стоит рыжий кузов, это экспедиционная машина, поэтому вот там и резина красивая стоит. Все собирается сразу на конвейере, а не волшебные дилеры что-то там у себя пытаются улучшить. Нет, все тут резина от профи. Вот видите, диски. То есть, по сути, на конвейере собирается все сразу. Настоящий организм, огромный, живой. Место, где машины выходят с конвейера готовые. С правой стороны УАЗики современные, как я говорю. Вот профи стоит, индусы сидят. С левой стороны буханки. Крайне востребованные сегодня машины. Рождение головастика.
Ну, буханки, в смысле. Так, мне подсказали. Полное рождение головастика, УАЗика, буханки от начала конвейера, как рама встала на конвейер, до выхода с конвейера занимает 2 часа 40 минут. Здесь идет заправка технологическими жидкостями. Масло? Тосол. Это тормозуха. А вот это тормозуха, да? Это тосол. Вот бы на такой покататься. Очень общительные, хорошие люди. Здрасте. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Вот, приятно. Вот они, новорожденные буханки и патриоты. Вон там идет обкатка машин. Вон буханку мучает. Прекрасно. Тут на тормоза проверка, на все. Вот они, динамические стенды. А там проверка на течи. Всякие разные. Вот, старикан заезжает. Пришли на зону контроля качества. Так, проверка автомобиля на герметичность. Здрасте. Тут поливают их водой. И они прекрасны. Вообще все новые машины прекрасны. Все новые машины великолепны. Регулируют, настраивают. Да, территории, конечно, тут песенные. Так, идем на сварочное производство, одеваем очки. Это уже старые здания. Ходить только по полосочкам, потому что там, где нет полосочек, летают большие железяки, которые могут тебя, мягко говоря, смять. Здесь прессы стоят, как вы видите, и собирают для буханок вот двери, целые стопки дверей. На самом деле цех, ну не соврать, метров 300, наверное. Так, мы пришли к сборочному кузовному. Роботы, люди, сварка. Здесь собирают пикапы СТ-6 и СТ... СТ-6, СТ-8. СТ-8. Пикапы. Не УАЗики. Не УАЗики, а Солярс. Вот. Собирают то, что собирают, короче. В целом, чисто технологично. Но это, вот знаете, контраст. Вот слева красота, все чистенько. И справа ну, прогресс не стоит на месте, уже приятно. То есть, если вы представляете себе, что у вас это такое грустное производство, нет, оно становится лучше. Ну и сотрудники Ульяновского автозавода, конечно же, пишите в комментариях, в каком году прессовый цех построен. Но это мой минус, естественно, не подготовился в данном случае, потому что я, честно говоря, не планировал попасть на производство. Такая спонтанная история. Для меня самое главное было попасть в музей Ульяновского автозавода. Мы же по жизни так и живем. По верхам, знаний хватаем, и счастливые, дальше ничего не изучаем. А какие, смотрите, аппаратики-то. Воду пить разрешено. Не знаю, будет ли крамольная шутка, что я сегодня видел голого патриота. А мы, дорогие друзья, пришли в музей Ульяновского автозавода. Ни для кого не секрет, ЗИС-5. Но я сначала пойду встречу своего старого друга,
которым давно виделся. Мы с ним жили долго и счастливо. А потом очередной блогер решил сделать суперпроект. И, мягко говоря, просто все всрал. Простите за такое французское слово. Блин, какие классные машины. Я таких даже и не видел. Сейчас покажу. Вот мой старый друг. Ну, здравствуй. Здравствуй, мятный. Вот он мой красавчик. Красавчик. Лучший. Лучший из лучших. Да, если хотя бы часть этих машин я увидел бы на улице, я, наверное, бы растерялся от восторга, который меня обуял. Вот, например, УАЗ-3165 Симба. Грузопассажирский полноприводный автомобиль. Конечно, чем-то напоминает Надежду, не сбывшуюся, но в любом случае. Ну, просто роскошно. Пятиместный салон. Велюровые кресла. Да, снова сидушка обычная, дурацкая, но в любом случае классно. Сверху люки. 2 штуки, осветитель салона. Места более чем достаточно. Приборочка хороша, да? Ну, опять же, мы должны не забывать, что все это прототипы. Прототипы. Кстати, одна единственная кочерга. Смотрите, какая ширина салона. То есть на заднее сиденье здесь совершенно спокойно проходишь и никого тут плечиком не цепляешь. Альтернатива «Газели», несомненно, но полный привод на тот момент. Ну, тоже, казалось бы, вроде все обычно. Симбир, но нет. Видите, сзади отдельный кузов идет. Отдельная пристройка. И еще здесь дизельный двигатель так-то, на минуточку. 5143 ЗМЗ. То есть пикап, по сути. Вот. За рулем ничего сверхъестественного. Здесь вот как бы ничего сверхъестественного. Вот Toyota. Система впрыска. Как изящненькая лебедочка спрятана. Под отдельным таким. Раз. И там должна была бы быть лебедочка. Электрический. Да ладно. Прикиньте. Гибрид. Неожиданно, приятно. Вот. Смотрите. Вот туда вот убежал. Тут батарейка стоит. На Ми. Ну, кто бы сомневался. Если что-то происходит непонятное, это всегда на Ми. Не, ну, как идея хорошая. Выставка буханок. Чудо чудное, диво дивное. Люкс. 22069 люкс. Что же в ней люксового-то? А что же в ней люксового? Походу ничего. Ну, сзади сиденья такие, самолетного типа. Вот и весь люкс. Тяжелый ульяновский люкс. Если вы думаете, что все головастики одинаковые, вы ошибаетесь. Вот здесь, например, кабина полторашка. Вот видите? Сзади кусочек приделан. Там прям целый спальник. Спальник, господа. Не могу сказать, что места много, но все-таки спальник. Торпедо. Смотрите, какая интересная. Я, честно говоря, живьем таки не видел. С бардачочком. С чем-то. Ну, красиво, красиво. Ну, некрасиво. Практично, по крайней мере. Приборка — это уже приборка. Некая. То есть, в принципе-то, достаточно комфортно. Можно было бы сделать. 2315 при классическом лице. Ну, правда, конечно, с таким офигенным довесом в виде пластика. Тут вот намек на очистители фар, расширители. Кабина тоже, видите, сзади немножко расширена. И тут все очень аккуратненько сделано. Посмотрите. Подлокотничек хороший. Торпеда. Пахнет новой машиной, что удивительно. Ну, вроде все знакомо, но сделано-то как-то по-человечески. Смотрите, какие сзади пластиковые борта. Люди старались, люди делали. Прям накладка на кузов.
Ну, всевозможные хантеры, конечно, тоже интересно. Барс вот, конечно же, самое песенное. Это 3172. Все его показывают, и не могу я мимо него пройти. Любуйтесь. Он даже сегодня смотрится очень стильно и современно. Все открывается, все работает. И он уже технологично продуман, обратите внимание. То есть все отлито, все сделано. Рамка верхняя снимается. И получается кабриолет. Ну, по крайней мере, дверные окошки снимаются. Окошки дверные, сказал. Прям. И за рулем посадка не козловская. Супер-пупер. Ну, понятное дело, что рога раздатки торчат. А приборка — это отдельный элемент. То есть торпеда, сверху отдельным элементом идет приборка, свой руль красивый. Сверху такая, не знаю, подиум под свет, подо что-то. Скорее всего, здесь можно музыку было бы ставить. В теории. Ну, это болезнь восьмерок всех. У меня все восьмерки были такие убогие. Крыша дерюшка покрыта. Блин, удивительный автомобиль. Места более чем достаточно. На заднем сиденье сидеть вполне себе комфортно. 3 человека помещаются. А если учесть, что еще заднее сиденье раскладывается. Вот и все. Поднял лавочку. И место в багажнике. Представляете, какая кубатура. Задние сиденья все складываются. Причем механизмы очень простые. Вниз собачку, седло упало. Поднимается, и здесь просто неэпическое количество. И надпись «Симбир». Ну, Ульяновский завод — это все-таки, наверное, в первую очередь армейские машины. Вот он, 88 год. 3172. Спереди пружинная подвеска, усилитель, демпфер. Вот. Все видно. Чего она, судя по всему, очень имеет хороший ход. Сзади тоже пружинная подвеска. Есть бортовые редуктора. Машина на 10 человек рассчитана. Полезной нагрузки. Ну, тоже стилистика уже та же. Ничего сверхъестественного нету. Ну, 3907 я вам рассказывал. Это, кстати, на ходу. Вот этот вот, один из немногих ягуаров. Волнорез открыт. Ездил я в Москве на нем. Что само по себе, кстати, удивительно, что у меня получилось. Это уж целая эпопея была. Как я договаривался о съемке. Теперь-то, наверное, можно рассказать. Я долго писал письма в Министерство обороны, чтобы мне разрешили снять этот ягуар. Ну, не конкретно этот, другой. Их несколько было построено. 2 из них были на воинской части в Крылатском. Все, я договорился о съемках. Вот такой толщины папка была с разрешительными письмами. Ну и в момент перед тем, как снимать историю про плавающий УАЗик, мне рассказывают, что великолепный парк Патриот забрал его к себе. Навсегда. Кстати, шторок там не было. Если что, здесь вот есть, видите? Шторки. И как прикольно. Оп. Пистончик. О, видели? Ну так вот. И мне достался плавающий, который никогда не ездил. И солдатики бедные за ночь его привели в порядок, завели его. И он поехал. Все покрасили серебрянкой. И когда он ехал, он просто дымил из всех щелей. Но проехал, УАЗик едет. Даже мертвый УАЗик едет, если что. Для особо интересующихся. Лебедка в КЛ, коробка передач, грибные винты, демультипликатор, блокировка дифференциала. Если кажется, что это сбоку обычный УАЗик, то, подходя к его лобовой проекции, мы понимаем, что это что-то непонятное. А весь секрет спрятан под капотом. Двигатель Ивеко. Кстати, автономка вот хорошо видна.
И судя по его очень хорошему состоянию, этот автомобиль может даже когда-нибудь и поедет. Вы поняли, да? Это обычный УАЗик, в который впихнули не эпический двигатель 116 лошадиных сил. Ну, немножко сзади тент изменили. Арка не пластиковая. Ну, спорное решение, мы понимаем, да? Но опять же, давайте относиться к этой машине как к прототипу. А прототипы, они всегда полны спорных решений. Но при этом это очень прикольный чуланчик. Смотрите, сколько места, и по высоте более чем достаточно. Достаточно ранний, 450-й, с красивой эмблемой у вас. Я подобный в УГМК снимал, если вы помните. Хотя вы, наверное, его еще не видели. Их вообще, в принципе, сохранилось крайне мало. А ранних особенно. А с дверями, которые открываются против движения, их вообще практически нет. Ну, есть парочка, но я не знаю, где их взять. Здесь все забавно и не так, как мы привыкли. Посмотрите, какой кожух. Это чтобы открыть капот, надо поднять рычажки. Вот, ты поднимаешь рычажки, потом уже открываешь как дверь вверх. Как вам такое решение? Подача теплого воздуха. Ну, как изящненько сделано. На пружинке. Пепелка. Ну, трогательно же. Причем и у пассажира, и у водителя. Ну, чтобы они не ругались. Из-за этого хотя бы. Еще обратите внимание, боковых дверей как бы нет. Ну, как бы их нет. Нет, это только потом они появятся. Все из-за того, что здесь рама немножечко неправильно. Ну, другая, так скажем. Вот вам эмблемка еще. Здесь запаска лежит снизу. Вот. Видите? Медичка. Ну, такая условно медичка. Растяжки под носилки. При этом есть еще боковые лавочки. То есть сколько человек сюда можно посадить, сами понимаете. И опять же, вот по бокам, видите, есть крепление, это тоже под носилки. И получается раз, два ряда носилок. Причем в два этажа. Да, получается 4 пары носилок здесь помещаются. Вот это ступенька для посадки в УАЗик. Видите, какая? Еще из интересного. Тут, конечно, все интересно. Но я ищу 3165М. Мне говорят, что в Москве где-то он бегает. Вот только где он в Москве бегает, я, честно говоря, не знаю. И полноприводный ли он, тоже непонятно. Ну, тут все мы понимаем, да? Что это все равно все достаточно прототипная история. И нельзя к этому относиться серьезно. Ну, наверное, вот и все, что я хотел вам показать в музее Ульяновского автомобильного завода. Все, что уникальное я вам хотел показать. Ну да, это, конечно, лимузин УАЗик, это отдельная история. Если он поедет, расскажу. Но, как бы, наверное, супер рассказа такое чудо. Патриот-лимузин не заслуживает. Урюков, Александров. Классные парни. Хороший музейчик. Жаль, что попасть в него практически невозможно. То есть нельзя взять и прийти с улицы. Вот так вот у вас не получится. Здравствуйте, я в музей. Надо же записываться, правильно? Заранее. Посещение бесплатное? Идеально. Заранее записались, приехали, вам все показали, а что-то и не показали. Но жаль, что не все здесь, что хотелось бы увидеть, что делал Ульяновский автозавод. Вот так вот видел Аремов свою красоту. Но была очень большая проблема. Вот эти тяжелые технологические изыски. Видите, и, кстати, нет еще брови сверху, который потом появится. Вот тоже прототип. Видите, изгиб крыши. А здесь мы уже видим более знакомую историю. Прямая крыша, надбровная дуга. Причем эта надбровная дуга не просто так она сделана. Она защищает лобовое стекло от ударов ветками. Ну и все, здравствуй, родной, всем известный УАЗик. А это, между прочим, оригинал. Ну вот на сегодня все. Посетил то, что хотел. Обещали мне в музее
запустить несколько автомобилей, чтобы их снять, так сказать, в движении, какие не буду вам рассказывать. Рассказали, что идет 4 серьезных модернизации. В общем, все на самом деле прекрасно. Ульяновский автозавод оживает, идет модернизация, идет обновление и не забывает старое. Что может быть прекраснее? А еще мне подарили вот такую машину, посмотрите. Вот. Вот там УАЗик 469. Сделано в СССР. Последние годы выпуска машинок с логотипом СССР. Уникальная штучка. Ну, я покажу. Вот и все, наверное. Хорошего дня вам всем.